Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас 23 мая. Сегодня очень жаркая, ясная и солнечная погодка. И мы с Димой решили поехать сегодня на море. Дорога к морю у нас лежит, конечно же, через центр города. И мы остановились сейчас на проспекте Ленина. Это пересечение с улицей Харлампиевская. А почему остановились? Потому что вот буквально выезжая с Торговой на проспект Ленина, мы обратили внимание на то, что стоят машины и устанавливают опоры. Опоры для чего? Для того, чтобы поставить как можно больше светофоров, чтобы водители не гоняли. И вот сейчас мы хотим вам показать, что уже здесь, на этом перекрестке, установлены светофоры. Как для пешеходов, так и для автомобилей. Я считаю, что это правильно, потому что здесь всегда развивают хорошую скорость. Дорогу отремонтировали, дорога у нас сейчас отличная, здесь, по крайней мере. И поэтому, чтобы снизить скорость, чтобы людям можно было свободно проходить через дорогу, здесь решили установить светофоры. А так как мы находимся возле такого исторического здания нашего города, это историческая часть, многие уже знают, зрители нашего канала, и стоим мы возле, ранее это была гостиница «Континенталь», она отреставрирована, отремонтирована, ну вот в таком стиле, под старину сделана. Здесь еще остались наклеечки, которые клеили к празднику Победы, к 9 мая. Какую функцию сейчас несет это здание, честно сказать, я не знаю. Ну, точно не гостиница. Направляемся дальше, мы едем к морю. Дима сегодня решил первый день, ну, он так планирует, покупаться. Друзья, по дороге на море мы остановились, нам надо по делам было заехать в одно место, проспект Ленина, 104. И оставили машину, припарковали во дворе этого дома и вообще просто поразились, сколько там идет застройки, ипотеки, сколько там участков этих строительных, сколько там кранов работает. Центр, по-моему, застраивают у нас максимально. Любой участочек земли, любой клочок в центре нужно застроить. Вот сейчас ближе подойдем, вы сами все увидите. Буквально дом на доме практически. Все это высотки будут. И идут строительства. А еще хотели вам показать машину. Но она с номерами, все нормально. Такая на парковке стоит. Хоп, заходишь, в машину садишься, а там ничего нет. Можно использовать как самокат. Это точно. Я, конечно, в шоке. Так это не только впереди меня строительство, но и с правой стороны там уже идет улица Зелинского. Вот развивается, все строится. Ну, друзья, чтобы было понятно, вот прямо перед нами дом строится, да, люди уже монтируют опалубку. За ними вдалеке видно еще два крана. Справа, если видно, надеюсь, тоже два крана. Это все грандиозная стройка. Сейчас мы глянем за забор. Следующее, друзья, место по дороге на море, потому что мы с собой ничего не брали поесть. Сейчас зайдем в магазин. Здесь на Греческой площади остановились, чтобы показать вам вот эти вот интересные такие растения. Не знаю, что это за кругляшки такие волосатые. Вроде бы похожи листики, как на кленовые, но какие-то вот интересные. Ну, это далеко не кленовые. Ну, похожи вроде бы как на кленовые, но интересные такие какие-то плоды у него. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот впереди еще одно дерево, да, здесь вообще обильно так растет. Ну, такие вот они интересные. Наша такая зеленая Греческая площадь здесь красиво. Я надеюсь, сегодня работает еще наш центральный фонтанчик. И, друзья, впереди здесь как аллея памяти. Это даже не аллея памяти, это бессмертный полк. И первая табличка бате Захарченко Александру Владимировичу, который погиб в 18 году. Дальше здесь тоже фотографии погибших ребят. Вечная слава героям. Здесь очень много фотографий.
быть воином, жить вечно. Ну, как я и говорила, друзья, фонтан, конечно же, у нас работает. Такие брызги, такую прохладу создает в этот жаркий солнечный день. Вечером он тоже красиво подсвечивается. Ой, какое это! Такие брызги классные доносятся. Люди некоторые останавливаются просто руки помочить. Спастись, так говорится, от жары. Класс. Красивый фонтанчик у нас. Ну что, идем в магазин, Дим? Это здание Гипромеза. Ну, изначально его, конечно, планировали под маневренный фонд, то есть жителям, которые утратили свое жилье и ждали квартир. Обещали, по крайней мере, что это будет вот так вот. Но что из него в итоге получилось, я не знаю, честно вам скажу. Свет вот на некоторых этажах горит, в некоторых кабинетах везде висят жалюзи. Ну, предполагаю, что это как типа бизнес-центра какого-то. Магазин. Да, магазин. Водичку надо попить. Решили мы купить только одну воду, а заехать поесть что-нибудь горячего там, в районе пляжа. Ну что, друзья, наш мурал, который сейчас уже не видно за деревьями, показывает направление на пляж. Ну что, двигаемся на пляж? Друзья, посмотрите, сколько машин стоит. Припарковаться практически негде. Вообще ни одной свободной этой ячеечки, куда поставить нашу машину. Уже люди паркуются и на остановке. Уже кошмар. Ой, а на море сколько людей, капец. Димочка, где нам припарковаться? Все купаются, глянь, сколько людей купается. Боже. Ну все, ты сейчас пойдешь в воду. По-любому. Если припаркуемся. Не, сейчас мы развернемся где-нибудь и припаркуемся. Я смотрю, вот с левой стороны есть место. Все, друзья, остановились мы. Направляемся на пляж. Ну, я иду и говорю Диме, я не советую идти вот туда вот прямо, потому что там очень много людей. И купается, и просто лежит, загорает. А если нам сейчас повернуть направо, там немножко поменьше людей. Вот я туда его и приглашаю. Ой, водичка такая чистенькая, кажется. Ну, глянь, сколько людей купается. Да. Да ну, жара такая, Дим. У нас всю неделю практически такие жаркие дни были. Да, там немножко дождик был ночью, но тем не менее жара была не маленькая. Но вот сегодня утром мы выезжали, было уже утром 25 градусов. Обещают нам, конечно, 28 сегодня, но что-то, я смотрю, намного больше будет. Так, ну что, сейчас немножко вот туда вот дальше идем. Там тоже купаются люди, и вот с этих вот волнорезов тоже детвора прыгает. И тут меньше людей, и вот сейчас мы тут и припаркуемся. На волнорезах не только люди, которые ныряют, молодежь, но и сидят рыбаки. Бычка нашего ловят. Ну, тут, конечно, с берега я думаю, что бычок будет маленький, такой чисто для кошечек. У нас берег моря, пляж наш центральный. Как в Сочи, когда приезжаешь, там ходят поезда, вот и у нас. Видите, грузовые, получается, пока что ходят поезда, потому что у нас еще нет пассажирского сообщения с Ростовской областью. Ну, пока что только вот такие вот грузовые. Все, нашли мы себе местечко, несменной нашей дорожки. И уже вот по дорожечке ходят люди, которые продают и нашу азовскую креветку, и какие-то пончики сладкие. Ну что, раздеваемся. Дима сказал, 100 пудов будет купаться. Ну, я тоже, наверное. Друзья, сейчас попробуем водичку. Еще не пробовал, но что-то, мне кажется, она будет теплая. Ну, как сказать. Вроде бы и теплая, вроде бы и не очень. Ну, я думаю, покупаться попробовать можно. Дима лежит, загорает. Решил перед купанием сначала нагреться, позагорать. А люди подходят и подходят,
ставят некоторые для детворы палатки. Ну, наверное, чтобы им там получше было, не так сгореть. И я скажу, что на этом месте, вот где мы с Димой остановились, тоже людей становится больше, люди тоже вот приходят, ищут свободное местечко занять, чтобы позагорать, полежать. Ну и, конечно же, пойти ополоснуться в воду. Такой шум волны приятный. Не, погода сегодня просто супер. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Что, друзья, купальный сезон открыт, можно сказать. Лиля пошла купаться. Но почему-то она говорит, что ей холодно. Говорит, холодно. Дети, главное, рядом купаются, им не холодно, а ей холодно. Друзья, ну с уверенностью могу сказать, что купальный сезон у нас уже открыт 23 мая. Мы с Димой открыли купальный сезон. Водичка просто великолепная. Поначалу, конечно, было немножко тяжело входить, потому что она такая прохладная. Ну, для начала, по крайней мере. А потом не хотелось вылазить. Вначале есть вот такие вот водоросли зелененькие, но их не так много, их чуть-чуть совсем. А немножко дальше на глубину заходишь, их вообще нет. Водичка чистая, великолепная, атмосфера супер. И скажу, что здесь вообще шикарный просто заход. Он полностью песчаный, никаких камушек, никаких ракушек, ничего этого нет. И буквально немножечко нужно пройти, и вам уже будет, ну, вот так вот, по крайней мере, до плечей, до шеи. Ну, вот как мне, видите, немножко кончики волос уже я намочила. Ну что, я открыла, теперь очередь за Димой. Ну что, Дима сразу пошел тоже в воду, только я вышла, и он сразу пошел. Ну, идет очень уверенно, я скажу. Он даже... О, все! Тоже открыл 23 мая купательный свой сезон. Как вода, Дим? Обалденная, да? Супер! Так что, друзья, приезжайте на пляж и купайтесь. Посмотрите, людей. Ну, здесь, я же сказала, не так много. А если посмотреть туда, в ту сторону, там, конечно, людей. Но особенно где кафе «Бухта», там очень много людей купается. Друзья, ну по моему заходу в воду, я думаю, понятно, что водичка вполне нормальная, классная. Ну, по ощущениям градуса 24, я думаю. Мне очень понравилось, так охлаждающая, как говорится, классненько. Так что купальный сезон я тоже открыл, не только Лиля. Продолжаем загорать, наслаждаться нашим прекрасным Азовским морем, Мариуполе. Друзья, ну вот такая вот у нас атмосфера на пляже. Все купаются, наслаждаются таким жарким солнечным майским деньком. Некоторые загорают либо в палатках, либо под навесами. Ну, а мы с Димой, естественно, как всегда, под открытым солнцем. Рассказывай, как загорается, Дим. Принимаем солнечные ванны, запасаемся витамином D, потому что скоро зима. Нужно запастись. Хочу сказать, вроде бы как 5 минут только вышли с моря. Уже лежишь весь мокрый, жарко. Нужно опять бежать в воду, охлаждаться. Так что лето уже у нас в полном разгаре.
Ой, друзья, после того, как мы полежали где-то часик, позагорали, заходить в воду, конечно, немножко сложновато, потому что она кажется такой прохладной прям. Не, ну люди тоже так вот поначалу, как и мы с Димой, заходим, а потом, когда к воде привыкаешь, когда уже окунулся, вообще отлично. Ребята все продолжают прыгать с этого волнореза. Я скажу, круто. Классно мы сегодня провели время на пляже. И вот так, друзья, ждешь этого момента полгода, даже больше. Потом, наконец-то, этот момент настает. Вы знаете, мы почти каждый месяц приезжали на море, пробовали воду и ждали, когда этот момент настанет. И вот он, 23 мая, наконец-то он настал. Водичка, да, заходишь сразу, как чувствуется, да, прохладно, особенно когда нагреешься. Ну а потом вот сейчас даже вылазить не хочется, просто супер. Также можно сфотографироваться с удавом. Ой, я их так боюсь. Этот парень, по-моему, в прошлом году ходил вот с этим вот животным. Можно купить на пляже и пирожки. Уже продавцы активно так ходят, с чем-нибудь что-то продают. Ну, здесь, по крайней мере, пирожки уже ходили и с креветками, и с пончиками. Друзья, ну и, конечно же, рыбу можно купить. Вот такие рыбки носят у нас на пляже. Что, друзья, пришло время обеда. Идем мы сейчас по направлению в кафешку, а тут загорающие. Ой, их очень много, этих загорающих, они даже в раздевалке разложились. Мы решили пройти здесь по дорожке, по направлению к кафе, чтобы далеко не ехать. Здесь, конечно, людей намного побольше, чем в том месте, где мы отдыхали. Здесь такие вот хорошие теневые навесы. Не обгоришь. О, ну мы так отлично вообще полежали на пляже. Здесь людей, конечно, очень много. Ну, параллельно можно еще и спортом позаниматься, конечно. И покупаться, и понырять. И здесь капец, глянь, сколько людей. Обалдеть, даже не думала, что здесь такой прям ажиотаж. Сегодня погодка очень-очень порадовала. Все устремились к морю, к водичке. Обалдеть, и со столиками, люди со своей едой. Хочу подойти поближе к воде, показать, сколько здесь людей, молодежи. Просто кошмар. Это просто кошмар, сколько людей. И очень-очень много молодежи. Вы просто посмотрите на этот ажиотаж. И это только первые дни, так можно сказать, лета. Я могу даже с уверенностью сказать, что здесь даже и пройти уже не очень-то и реально. Особенно возле берега моря. Подходим мы уже поближе к кафешке. Люди приезжают не только с едой своей, но и с кальянами. Здесь, я смотрю, очень много шезлонгов. Вот, не знаю почему, но это место, это самое такое вот людное место. Может, из-за того, что здесь ближе кухня. В смысле кафе. Мы в эту кафешку идем? Да. Друзья, сели мы за столик прямо на берегу моря. Красота вообще. Дали нам номерок, мы сделали заказ. Немножко позже, конечно, покажем, что мы заказали. Но атмосфера супер. И я скажу, что вот здесь, вот возле этого кафешки, сделали такой спуск в воду. То есть здесь можно, получается, свободно покупаться. За спиной у меня плещутся и дети, и взрослые. Кто-то катается. Ой, я забыла, как называются эти лодочки. Дим, ты не помнишь? Каяки, нет? Не знаю, мы никогда в них не катались. Ну, это
Да, мы не катались. Помню, каяки они называются. Ну, прикольно. Ну что, друзья, принесли наш заказ. Вот он наш заказ. Но мы любители чебуреков. Вот такие вот здоровые. Ну, я скажу, не маленькие. Тут наесться можно ого-го. Вот этот вот чебурек один стоит 100 рублей. То есть 5 чебуреков на 500 рублей. Я уже прям хочу попробовать, потому что они очень-очень пахнут. Ой, они такие прям легенькие. Ну, не маленькие, да, Дим? По Да. размеру. Главное, чтобы еще вкусные были. Ну, сейчас попробуем. Не, ну я попробую только тесто, да, мясо еще, конечно, там далеко. Пахнет. Друзья, дошла я до мяса. Скажу, мясо очень вкусное. Чебуреки вкусные сами по себе, но немножко твердоватое само тесто. Но отлично. Такое место возле моря. Грех не насладиться чебуреком. Нам приятного аппетита, а также тем, кто смотрит наше видео и ест вместе с нами, также приятного аппетита, друзья. А на этом прекрасном фоне мы будем заканчивать свое видео и прощаться с вами. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих видео.